Друзья, приветствую вас. Давайте обсудим текущие новости и что нас ожидает. Ну, смотрите, вот сейчас мнения достаточно полярно начинают разделяться, потому что вот одни аналитики, они дают информацию о том, что на основании того, как сильно были предыдущие падения, текущее падение мартовское, оно является предвестником роста и восстановления экономики. Это вот одна такая полярная точка зрения. Ее также подкрепляют графиком, на котором наложен ВИКС и рост заболевших при пандемии. И на основании соотнесения этих графиков делают вывод, что все, пик заболеваемости пройден. И вот-вот сейчас дела пойдут на поправку и все будет расти. Но есть и диаметрально противоположное мнение, что текущие данные по безработице в США занижены. И на самом деле безработных уже 50 миллионов, а не 26-30, как заявляет официальная статистика. Ну, если такая цифра, она действительно есть на проверку, то мы увидим новые американские горки на фондовых площадках уже в мае. Так, ну и возвращаясь к нашей дорогой любимой нефти, хранилища нефти на текущий момент переполнены, и данная ситуация, она может спровоцировать еще одно движение вниз по ценам на нефть. Так, ну вот еще такой момент, что по сути как бы текущая ситуация с ценами на нефть и с переполнением хранилища, она связана с тем, что страны ОПЕК на самом деле в апреле сильно активизировали экспорт нефти. И таким образом на фоне падающего спроса ситуация стала патовой, и хранилища на нефть быстрее переполнились, заполнились. И сейчас мы получили такую ситуацию по ценам на нефть, когда WTI прыгает там по 10-20% ежедневно. Есть мнение, что текущая пандемия навсегда изменит рынок нефти, но на самом деле я думаю, что навсегда не изменит, просто временно выгонит тех производителей, которые очень дорогую нефть качают. Ну вот примечательное интервью Новака. Ну вот здесь есть цифры, по поводу которых возникали споры. Он подтверждает, что 60% потребления нефтепродуктов это сфера транспорта. Но вот здесь уже идут другие цифры, не те, которые он ранее заявлял, о том, что снижение спроса, ранее он заявлял 20 миллионов баррелей в день, здесь уже аккуратно 20-30 идет. Ну и здесь, в общем-то, он подтверждает тот прогноз, который дает американский банк JP Morgan и ряд нефтяных компаний о том, что в такой ситуации, если не будет приведено соответствие спроса и предложения, в мае-июне уже нефтяные хранилища полностью под завязку будут залиты. И уже как бы отрицательные цены на нефть станут суровой реальностью. Так, ну вот здесь договоренности, которые были достигнуты относительно снижения добычи текущего и планируемого. Что-то вот мне подсказывает, что не вполне эти соглашения соблюдаются и будут соблюдаться. Но здесь даже дело не в том, что кто-то там плохой, кто-то хороший, а дело в том, что тот, кто первый сокращает, тот, во-первых, теряет долю рынка, это раз, и теряет возможность отщипнуть долю рынка у другого. Ну вот, собственно говоря, ситуация в нашей стране на текущий момент какая. Насколько мне известно, цены на бензин либо не упали, либо упали, но совсем на крошечную величину. Ну вот смотрите, вот это вообще, мне кажется, ситуация чудовищная. При таком падении цен на нефть, топливо для бизнеса и для населения держат на таком же уровне, как в начале года. Но это просто ни в какие ворота не лезет, и ни в одной цивилизованной стране такого нету. Это просто дичайший трэш. Вот я думаю так. Ну вот здесь по поводу доли Газпрома на газовом рынке Европы 35%. Доля СПГ выросла более чем на 50%. Но сейчас идет закономерное падение потребления электроэнергии, потому что все стоит. По областям промышленности такое вот значение имеет место быть. Ну и возвращаясь к нашим заокеанским европейским партнерам, английским, что тут можно сказать? Что, например, British Petroleum, у них
себестоимость добычи $56 за баррель в 2019 году. Обязуются ее снизить до $35 за баррель. Вот. Но там у них, конечно, такие объекты, что действительно очень высокая себестоимость добычи. Но тем не менее, кого сейчас это волнует, когда нефть дешевая. Ну и отчетность по нефтяным компаниям, конечно, покажет полный трэш. Падение чистой прибыли на 50%, 2/3, а то и вообще отрицательное. Ну, скорее всего, 50-2/3 это будет реальность суровая. Ну и само собой, то есть все проекты, которые они, скажем так, дороже $25-30 за баррель добычи, скорее всего, они пойдут, в общем-то, в долгий ящик. Но все-таки на текущий момент ожидают, что начиная со второго полугодия будет рост цен на нефть. Цены вернутся в диапазон 35-40. Трейдеры и фондеры перекладываются в более длинные контракты по нефти. И вот сейчас текущая негативная динамика и резкая просадка, она, по-видимому, связана с тем, что продают короткие контракты и покупают длинные контракты на более длительный срок. То есть делают ставку на то, что нефть все-таки восстановится во втором полугодии. Что к декабрю нефть будет стоить порядка $35-40 за баррель. Ну вот, в общем-то, есть мнение американского нефтяника. Оно немножко трэшовое. И оно как бы указывает на то, что, скорее всего, будет реализован все-таки негативный сценарий по нефти. По его мнению, в 2020 году в среднем мировой спрос упадет на 20 миллионов баррелей в сутки. То есть сейчас как бы в апреле спрос упал 30 и более. В среднем по году будет снижение на 20 миллионов баррелей в сутки потребления нефти. Но вот у него здесь достаточно интересные такие рассуждения по поводу того, что выработка топлива современная, она очень сильно пострадает из-за возникшей ситуации. Дело в том, что переработка нефти и выработка бензина и дизеля из нефти, они достаточно сильно взаимосвязаны. Дизель в основном используется для кораблей, для транспорта крупного. То есть только в Европе преобладают дизельные машины легковые. В основном, конечно, мировое потребление дизеля – это то, что касается крупного транспорта и морских перевозок кораблей. Вот. По мнению данного нефтяника, текущая ситуация, она породила очень существенную диспропорцию выработки бензина и дизеля, и в дальнейшем это очень негативно повлияет и создаст непредсказуемые ситуации на рынке топлива, как бензина, так и дизеля. Также, исходя из сокращения активных буровых вышек, предполагается, что произойдет значительно более сильное снижение добычи нефти в США. В течение уже первого полугодия или до конца года такое снижение составит с 12 миллионов баррелей в сутки до 5,5. То есть добыча в США схлопнется более чем в 2 раза. Но здесь вот у него есть четкая корреляция между мировым ВВП и производством нефти. Но исходя вот из этой корреляции между снижением потребления нефти и снижением, ростом ВВП, то есть получается следующая картина, что при запланированном снижении потребления в США ожидается, что за год ВВП США упадет на 30-35%. Но 30-35% это уже состояние 30-х годов 20 века, когда был полный трэш, Великая депрессия, и все это привело ко Второй мировой войне. То есть если данный нефтяник прав, то мы в течение этого года получим сильнейший мировой катаклизм. Ну, как видите, то есть оценки очень сильно расходятся. Люди, которые от нефтянки считают, что уже наступил Армагеддон и конец времен. Другие инвестиционные аналитики, которые просто работают с графиками, они более оптимистичны и считают, что все как бы экономика отпадала и начинает восстанавливаться. Но здесь вот прогноз ряда крупных аналитиков и инвестбанкиров, по мнению которых произойдет схлопывание экономики США и ВВП на 30-35% в 2020 году. Это произойдет из-за серии каскадных дефолтов компаний, в том числе из-за ситуации в нефтяной сфере США.
Ну и фактически, исходя из вот этого взгляда, то есть получается, что мы уже имеем Армагеддон, и до конца этого года произойдут крайне критичные и драматичные изменения в экономике США и во всем мире. Но, как вы видите, это две точки зрения. Одна вот вначале я ее озвучил, достаточно радужная, что все как бы будет восстанавливаться, уже дна достигли и сейчас начнет расти. Другая точка зрения диаметрально противоположная, что полнейший Армагеддон и обвал всего и вся. Вот. Я на самом деле считаю, что такого легкого восстановления не будет, что даже если сейчас и будет отскок в мае, все равно потом будет новое дно и, возможно, даже два дна. То есть, наверное, как бы прогноз вот этого товарища, он достаточно жесткий, но я думаю, что легкого отбоя и дальнейшего бесконечного неограниченного роста тоже не будет. То есть моя позиция, она здесь эквилибриум между крайне негативной и крайне позитивной. Я считаю, что надо онлайн смотреть и анализировать динамику изменения ситуации. Хотя, с другой стороны, то, что вот есть такая корреляция между потреблением нефти и ВВП, я давно уже об этом читал. Даже когда-то сам пытался такую корреляцию рассчитывать и анализировать. Вот. Но с другой стороны, как бы вроде бы и армагеддец, и жескач. Но все-таки нефть, она играет очень существенную роль. И помимо просто добычи, во-первых, эта добыча, это часть цепочки промышленной, это раз. Во-вторых, нефтяные деривативы, фьючерсы на нефть, которые все ругают и костерят, это основа современного мира, которая вместе с государственными облигациями используется для стерилизации денежной массы. И поэтому, чтобы там кто ни пищал по поводу нефтяных фьючерсов, это неотъемлемая часть текущего финансового мира. Нравится им это, не нравится. Вот уберите фьючерсы на нефть, хотя бы просто на нефть. Куда девать весь этот навес денежной массы, который напечатан? Да это просто к коллапсу приведет. Вот. И поэтому я думаю, здесь все-таки будет W-образное восстановление. Но надо помнить, что вот есть и подобные расчеты, причем как бы вполне реалистичные, что ВВП США на 30-35% сократится, и это приведет к сильнейшему коллапсу Великой депрессии. Это касательно тех людей, которые сейчас активно призывают покупать акции и говорят, что сейчас акции совсем дешевые, дальше они будут значительно дороже. И как бы я призываю вас критично относиться к тем, кто говорит, что «Газпром» будет стоить 500-1000 рублей за акции. Я это не исключаю, такое вполне может быть. Но более существенный вопрос здесь другой. А сколько будет доллар стоить при этом? Если он будет стоить при этом 300 или 500 рублей, наверное, такой рост будет не очень хороший. Так что вот такая информация к размышлению. Спасибо за внимание. Всего наилучшего.